А вы знали, что в Грузии есть два города Батуми? Нет? Ну вот с этим и живите теперь. Понятное дело, друзья, что здесь можно было рассказать какую-то очень трогательную историю о том, как один из них находится где-то высоко-высоко в горах, чтобы хоть как-то привлечь ваше внимание, и вы поставили лайк этому видео. Но, к сожалению, на деле все гораздо менее прозаично. Так вот, друзья, первый Батуми – это тот, в который вы приезжаете на недельку, может дней на 10. Отдохнуть, потусить, потратить кучу денежек и уехать во свояси. А вот второй – это тот, в который вы приезжаете уже на долгий срок. Полгода, год, может подольше. И поверьте, между ними просто пропасть. Это два абсолютно разных города. Но справедливости ради надо отметить, что данное утверждение – это не только про Батуми. Так можно сказать про любой город в мире. И начнем мы с вами знакомство, друзья, конечно же, с туристического Батуми. Отправимся вот от этого чесночка в сторону Спотинга. Если вы не знаете, что это, как раз будет повод досмотреть и узнать. Место действительно классное и стоит его посетить. А также посмотрим еще один из самых классных районов, где можно остановиться, где тихо, спокойно, комфортно. И вообще будет много чего интересного. Да, тут по набережной не только туристы гуляют. Да, и, друзья, абсолютно бесполезно доказывать, что это хинкали. Потому что если вы хоть раз съели хинкали, то знаете, что из-за его хвостиков можно себе дом построить. Но здесь максимум на баню хватит. Поэтому это больше напоминает чеснок, нежели хинкали. Как вы уже знаете, а если не знаете, я вам сейчас расскажу, то с 26-го года в Грузию уже приехать не так просто. Вам уже нужна страховка. Страховка должна покрывать 30 тысяч лари. Я где-нибудь здесь напишу, сколько это в других валютах. И обязательно покрытие несчастных случаев. И, конечно же, она должна быть на английском, потому что в Грузии никто по-русски не разговаривает. И первая наша остановка, друзья, вот в этом вот прекрасном месте. Вот спросите, чем же оно прекрасное, да? Но согласен, если не знать, то тут, в принципе, ничего особенного нету. Но как раз вот именно для таких вот случаев мы с Тосиком сделали карту с полезными точками Батуми. Кстати, там и не только Батуми. И именно здесь находится обалденная шашлычка. Там такие шашлыки делают, просто закачаешься. Поэтому, если вы едете в Батуми отдыхать, а не сидеть вы искать, куда бы мне сходить, что бы мне сделать. Мы сделали именно полезные точки, которые пригодятся любому туристу, который приедет сюда. Причем это не просто точки, что точка и точка. Нет, у каждой точки есть свое полезное описание. Если, допустим, мы берем пляж Сарпи, то там будет указано, на чем туда можно добраться. Понятное дело, что на такси туда любой дурак может доехать. Но если вы, допустим, хотите добраться на общественном транспорте, то там будет указано на каком и сколько времени это у вас займет, чтобы вы могли распланировать свой день. Плюс там есть информация о развлечениях на месте. Сколько стоят лежаки, сколько стоят зонтики. Если же мы говорим о кафе, то там будет примерный список цен из меню, чтобы вы знали, сколько надо денег с собой взять. В общем, это мега полезно для тех, кто едет на отдых отдыхать. Я думаю, для вас это очень сильно пригодится, поэтому QR-кодик у меня вот здесь вот, и ссылочка есть в описании. Наслаждайтесь. Да, снимать в Батуми, конечно, сложно. Вот здесь вот, друзья, достаточно прикольное место. Вот здесь находится караоке-клуб. Мы, правда, не ходили, я не знаю, работает он или нет, потому что я берегу слух людей. Но самый прикол — это вот здесь вот вертолетная площадка. Мы смотрели как-то в Орле и Решке, там даже был припаркован вертолет. Видно, конечно, вертолет они успели спасти. А вот пирс что-то как-то немножко пострадал, походу. А вот мы с вами добрались до самого классного места. Парка Леха и Марии Качински. Очень удобное место, если учесть, что здесь мало туристов. Все они в основном шнуркуются в центре, поэтому до сюда мало кто доходит. Мне вот самое что интересное, я прям вот хочу пожать руку тому, кто вот здесь вот 1 час купил за 200 лари. Чтобы вы понимали, здесь 1,5 поворота. Мы как-то в Дубае полчаса катались, но там трасса была в 20 раз больше. Я и то устал там ездить. А здесь час. Ну, интересно. Здрасте. А сколько стоит покататься вообще? Полчаса 20 лар. Полчаса 20 лар, да?
А можно, допустим, так, что взять здесь, а сдать где-нибудь там? Нет, надо вот сюда возвращаться, да? Ага, понял, спасибо. Смотрите, какая классная здесь детская площадка. Вон, тут цветы жизни бесятся, а садоводы вон там сидят, отдыхают. Самый кайф в этом во всем, что детская площадка вот здесь вот, а ближайший дом находится здесь, наверное, в метрах 500. И вот эти вот крики радости никому не мешают. Ну да, прозрачной водой тут, конечно, и не пахнет. А вот чем-то другим пахнет. Район, конечно, действительно классный, друзья. Вот, кстати, только хотел поговорить о минусах. Без минусов тут, конечно же, тоже не обошлось. Это был, кстати, один из них. А вот другой минус, это вот там вот минус 1000, минус 1500. Но это как бы такой тоже достаточно большой минус для кошелька. Как говорится, за удовольствие надо платить. А если кто-то любит казино, то там минус может быть вообще побольше. Хотя вот если где-нибудь вот в том вот здании взять, там, наверное, будет открываться отличный вид на горы. Только надо брать где-нибудь с той стороны. Тогда будет прям самая маковка. Также тут, друзья, есть отличное место для тех, кто любит визуализировать богатство. Надо всего-то пройти лабиринт. У меня такое ощущение, что я куда-то не туда пошел, да? Да, я думаю, следующий ролик начнется с того, как Саша тут ходит 4-й день. Ну а в самом центре здесь есть место, куда вы можете приложить свою руку и загадать желание. Но если сбудется, потом расскажу. О, видите, дурной пример заразен. Вот оно, когда жизнь удалась, а. Не, меня сегодня точно переедут, наверное, а. Ну и собакам тоже мешают спать. Правильно, конечно, разбудили. Я бы тоже так с утра гавкал. А так вообще собаки здесь классные. Они все добрые, милые. Да? Ты же просто кричишь, да? Кричишь, да, скажи. Разбудили тебя, мою зайца, да? Разбудили, да? Ну не ругайся. Хотя я бы тоже ругался. Еще одним, конечно, недочетом данного района является то, что вы снимаете квартиру у моря. Но как такового моря тут, конечно, ну так. Можно, конечно, если в 6 утра прийти, наверное, занять себе вакантное местечко. Но что-то мне подсказывает, что здесь их будет не очень много. Кстати, по этим камням вообще запрещено лазить. Там есть таблички, что по ним лазить нельзя. Поэтому я думаю, что лежать и загорать на них тоже нельзя. Вот это я понимаю, красиво приехал в Батуми отдыхать на российских номерах. Ну, прям сразу из Москвы заказал и поехал на море. Очень странно, кстати, друзья, но зимой вот это вот все работало. Здесь такой классный был ручеечек. Может, правда, из-за того, что дожди шли. Кстати, да, друзья, самое время, наверное, поговорить о том, когда же лучше всего приезжать в Батуми. Если вам кто-то говорит, что можно приезжать в феврале и марте, он явно вас очень-очень сильно ненавидит. Я задумался бы над тем, чтобы общаться дальше с этим человеком. Потому что февраль и март здесь самое ужасное, если честно. Лучше сюда вообще не приезжать. Если вам очень сильно повезет, то будут просто дожди. А если нет, то как в том году, по колено снега. И поработал, и позанимался. А вот, да, самое знаковое место. У меня есть шортик про него, что я ушлепок с большими яйцами. Вот и понимаете, как хотите. Но место для встречи прикольное. Кстати, друзья, я когда выложил видео в шорты вот с этим арт-объектом, мне написал один мужчина, который сказал, что это он его строил. И это по дизайну какой-то француженки. Но интересно, интересно. Кстати, да, парк тут совсем не маленький. Ну, кстати, вон удобно и с собачушкой погулять. И тут еще в центре есть фонтаны. Почему-то складывается ощущение, что вот эта штука должна быть в зелени.
Да, я аж даже немножко успел устать, пока прошел весь этот парк. Поэтому для того, чтобы погулять, места здесь предостаточно. А вот здесь вот, кстати, индусы по вечерам играют в какую-то непонятную игру. И можно получить мячиком по лбу. Вот эти вот штуки, кстати, вечером подсвечиваются. И из них даже там что-то, какая-то вода льется, по-моему. Но, во всяком случае, тут все мокрое. Да, единственное, что надо учитывать, когда вы арендуете квартиру в Батуми, что, скорее всего, рядом с вами будет стройка. Даже Батуми сейчас это одна большая стройка. Ну и что сказать, друзья, Грузия, конечно же, меняется. Как я уже говорил в начале, с 1 января 2026 года нужна страховка. Но теперь стало еще веселее. По городу ездит иммиграционная полиция, останавливает вас и проверяет эту страховку, если она у вас или нет. А также вашу визу, когда вы приехали. То есть теперь вам надо ходить с паспортом и страховкой по городу. Вот это вот ощущение, конечно, очень неприятное. Непонятно, конечно, к чему это по итогу приведет, но приятного в этом явно мало. Если вы думаете, что у вас прокатит сказать, что вы ее оставили дома, то нет. Уже есть случаи, когда они говорили, ну пойдемте к вам домой и посмотрим. Поэтому на дурачка не прокатит. Изменения, конечно, есть. Непонятно, в лучшую это или в худшую сторону. Тут, наверное, каждый для себя решит сам. А вот здесь вот, друзья, находится один из самых классных комплексов Батуми. Называется Батуми Вью. Здесь очень вкусные сырники. Нет, ну а если серьезно, то здесь обалденный вид на море. Здесь вы живете прямо на берегу моря. Но, к сожалению, как и в предыдущем месте, здесь, море только можно посмотреть. К сожалению, покупаться, вроде, наверное, конечно, можно тут выйти и покупаться. Но, судя по тому, как я показывал эту вот речушку, которая впадает сюда, вообще, в принципе, в Батуми, в городе, особо никто не купается, кроме туристов. Потому что им особо деться некуда, потому что надо куда-то ехать очень далеко. Ну, а покупаться хочется. Вообще, конечно, здесь очень-очень грязное море. Здесь можно поймать столько всего. Ну и, наверное, тоже основной минус. Это у меня друзья тут смотрели квартиру. И вот за вот эту вот квартирку, сейчас я вам здесь покажу, посмотрите, просят $850. Типа 1+1, хотя на деле это лачуга, дай бог, 30 квадратов будет от силы. Ремонтик там, конечно, вроде бы неплохой. Если, наверное, на лето снимать на пару деньков, то сойдет. Но ее сдают на долгосрок. И я, конечно, не знаю, как в ней можно жить долгий срок, если учесть, что здесь еще летом в среднем до 3 ночи играет диджей. И здесь постоянно очень такое драйвовое место. Хотя, в принципе, если вы любите такой отдых, то вам, наверное, будет вообще классно. Ну а те, кто хочет тишины, то, ребят, к сожалению, Батуми вам вообще не подходит, потому что в Батуми уровень тишины, как на сталелитейном заводе. Здесь надо понимать, что Батуми далеко не про тишину. Ну и что, друзья, отправляемся к нашему споттингу. Наша завершающая точечка в сегодняшнем ролике. Покажу вам красоту. Я не то чтобы знаю, что можно было туда залезть, но, наверное, можно. О, там даже раскладушки есть. Ну, тут, конечно, дальше, друзья, все интересное заканчивается. Тут особо интересного нету ничего, кроме того, что интересно, как же здесь все-таки живут люди. И сейчас вы узнаете, почему мне это интересно. То вообще, друзья, конечно, очень сложно понять, за что тут люди платят деньги. Остается вопрос, на который пока у меня нету ответа. Да, тут еще периодически, друзья, всякие какие-то дымки есть. Если учесть, что приходит сообщение на телефон о том, что какие-то частицы, там какое-то что-то загрязнение, что-то какая-то дрянь. Вон, слышите взрывы? Да птичек гоняют тут. О, надо его туда попросить заехать, он один всех птицам поразгонял бы. Ю-ху! Да, нормально так от него грохота.
Ну что ж, друзья, вы поняли, почему у меня были вопросы касательно тех, кто здесь живет? Мне кажется, там даже двойные стеклопакеты не спасут. Грохот здесь стоит, конечно, просто дичайший. Получается, вот дома, а вот аэропорт. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Ну и теперь вы зато знаете, что такое спотинг. В действительности это достаточно очень забавное место, где можно получить очень классные фотки на память. Ну, а мы с вами прощаемся в этом ролике, и в следующих роликах мы отправимся уже в центр Батуми. Посмотрим, что там. Поэтому до новых встреч. Пока!